Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 декабря, первый день зимы. Зима встречает нас вот таким вот ярким, теплым солнышком. Посмотрите, я в Израиле, но все равно я в короткой кофте. Этот первый день зимы я решил встретить хорошим, горячим супом, грузинским супом. Мы будем сегодня готовить харчо. Для того, чтобы приготовить харчо, нам нужны прежде всего свежие, хорошие продукты. И поэтому мы едем на базар. Ну, что я вам скажу, друзья. Прогулялся я по базару. Конечно, глаз порадовался. Столько цветов, все свежее. А запахи какие. Но, что я вам скажу. Давно я не был на базаре. Наверное, даже много лет не был на базаре. Раньше на базар люди приходили, потому что на базаре все свежее и все дешевле. Сегодня я бы не сказал, что дешевле. Цены такие, что кусаются. Но не будем о плохом. Давайте готовить. Итак, для приготовления сегодняшнего харчо нам понадобятся следующие ингредиенты. Приправа хмели сунели, грецкие орехи, аджика острая. Я заранее подготовил соус ткемали, так как у меня нету сливы, и этот ткемали мне это заменит. Я буду использовать красные помидоры без шкуры в своем соку, рейхан, петрушка, кинза, зеленый лук, морковь, лук и болгарский перец, мясо на кости, еще одна копченая курочка. Есть 3 основные группы бульонов. И я не имею в виду мясной бульон, рыбной бульон и овощной. Я имею в виду белый, желтый и красный. Белый бульон – это бульон, который готовится из сырых продуктов. Сырое мясо, сырые овощи. Желтый бульон – это бульон, в котором мясо сырое, а вот овощи обожженные на огне. Красный бульон – это мясо и овощи, обожженные на огне, прежде чем отпускаются в воду. Мы будем сегодня готовить желтый бульон. Я буду готовить в несколько этапов. Для первого этапа мне нужен афганский казан. Можно, конечно, использовать обыкновенную кастрюлю. Это займет чуть-чуть больше времени, чуть-чуть, почти в 2 раза. Но если у вас есть скороварка или афганский казан, я рекомендую использовать именно его. Итак, первым делом мы закладываем мясо на кости. У меня тут мясо 18 номер, осабуку, задняя, нижняя часть ноги говядины. Вот так вот. Это первым слоем. Овощи можно обжечь либо на сухой сковородке, либо горелкой. У меня вот такая вот горелка. В рецепте харчо нету моркови, поэтому морковь мы будем использовать только для приготовления бульона. Итак, первым слоем у нас идет мясо на кости. Потом мы добавляем мякоть мяса. У меня это второй номер, либо грудинка.
Следом заливаем воду. Итак, я залил сюда 6 литров воды. 6. Будет еще потом, добавим потом еще. Опускаем морковь, лук, болгарский перец. И уже сейчас нужно посолить. На 6 литров воды пока, мы потом будем еще пробовать, я положу только 2 ложки соли. Соль потом можно добавить, а вот убрать будет намного сложнее. 2 ложки соли. Добавим 2 стебелька сельдерея, можно прямо вот так вот целыми. Добавим сюда стебли петрушки. Вот так вот. И добавим туда стебли кинзы. Вот. А сама зелень, листики нам еще пригодятся. Сюда же, в кастрюлю, я сразу же кладу копченую куриную ляжку, окорочка. Ну что ж, нам осталось только закрыть это все. И дать ему готовиться около часу. Через час откроем и посмотрим, что у нас получилось. Пока готовится наш бульон, мы ждем, чтобы он разварился хорошо, разварил мясо и насытился теми овощами, которые мы добавили в воду. Мы этим временем займемся зажаркой. Самое важное, наверное, после бульона – это та зажарка, которую мы используем для харчо. Итак, для приготовления зажарки нам нужна сковородка, либо вот такая вот большая кастрюля с толстым дном. Я буду использовать оливковое масло, вы можете использовать любое растительное масло. Вот так вот, не очень много. И нарезаем лук кубиками. Я его заранее нарезал. Вот. Ну, вы уже знаете, как резать кубиками, правильно? Все это высыпаем. Все это отправляем на огонь. Лук нам нужен, чтобы пожелтел, позолотел, но не подгорел. И лука нужно много. Кстати, маленький лайфхак. Для того, чтобы лук не подгорал в горячем масле, отправляйте лук в холодное масло и ставьте его на огонь. Тогда масло будет нагреваться вместе с луком, это будет происходить постепенно, и лук не будет гореть. Это лайфхак на заметку. Так, лук послажен. Теперь нам нужно орехи. Орехи можно натереть, можно раскрошить с помощью ножа. Вот. А можно с помощью терки. У меня вот такая вот терочка. Вот такая вот терочка. Очень удобная. Мне она очень нравится. Использую ее во всем. Картошку нарезать ластами. Покромсать что-то. Сыр такого перетереть. Очень классная вещь. Вот. Если увидите где-то, приобретайте. Классная вещь. Для того, чтобы лук дал больше соку и начал давать его как можно раньше, его стоит посолить сразу же, как только вы кладете его на огонь. Солим немного, так чуть-чуть, потому что бульон мы тоже уже солили. Только для того, чтобы он начал отдавать свой сок. Пока готовится лук, мы нарежем зелень. Зелень мы будем резать мелко, причем всю зелень сразу. А потом эту зелень будем крошить в суп. Ну, это, как говорится, каждый на свой вкус, каждый на свой лад.
кто больше любит и что любит. Так, и нас сегодня кинза. Режем ее мелко. Немножко кинзы, вот там, где стебельки, да, я отправлю в зажарку. Вот, в сторону отложим ее, добавим ее в зажарку. А остальное мелко порубим для уже посыпки в саму тарелку. Так, эта часть пойдет в суп, в тарелку, а вот это пойдет в зажарку. То же самое делаем с петрушкой. Вот. Больше нравится. Это в зажарку. Добавим сюда немножко рейхан. Рейхан — это базилик. Базилик, красный базилик. Вот. Так. Проверяем. И теперь можно отправить зелень в лук. Добавляем его сюда. Так. Так. Все это хорошенько перемешиваем. Сюда же нарежем немножко зеленого лука. Вот так вот. И это тоже отправляем . Лук у нас стал совершенно прозрачным. Местами даже позолотел. Теперь самое время добавить туда секретный ингредиент. Ну, точнее, не секретный ингредиент, а добавить туда помидоры. Помидоры. Ну, какая грузинская кухня без помидоров? Кстати, не всегда в грузинской кухне использовались помидоры. За много лет до того, как и стали использовать помидоры, когда появились там помидоры, там использовали другие фрукты или там какие-то овощи, которые можно было заменить до помидоров. Допустим, использовалась алча. Сегодня у меня алчи нету, поэтому я буду использовать соус ткемали, который делается из алчи и сливы. Вот. И также залью сюда помидоры. Помидоры я взял консервированные, целые. Так. Вот. Вот. Они целые. Потому что в таких консервах помидоры самые-самые спелые, самые-самые вкусные. Когда они были, тогда их и законсервировали. Вот. Думаю, что 2 баночки мне хватит. Я так думал. Вот чувствую, что максимум мы нарежем туда свежих помидоров. Но я думаю, что этого хватит. Можно использовать свежие помидоры. Можно. Если сезон и помидоры очень-очень спелые, очень хорошие и недорогие, самое главное, потому что я сегодня помидоры купил, но они такие вкусные, что мне жалко, если честно, их вот так вот обжаривать. Поэтому я взял консервированные. Вообще, когда я первый раз увидел харчо, кстати, я готовлю харчо первый раз по заказу моих подписчиков. У меня был стрим, на котором я дал такое задание. Сказал, что кто напишет блюдо, которое хочет приготовить, если это блюдо повторится несколько раз, в
просьбах приготовить, то самое большее количество, то блюдо, которое наберет больше всего голосов, то блюдо я буду готовить. Набрала блюдо харчо, я его ни разу не готовил, никогда. Вот. Но я просмотрел много разных рецептов. Честно, прошла неделя, где-то даже, да, где-то неделя прошла. Я просмотрел много разных рецептов, прочитал много разных вариантов этого рецепта и остановился на том рецепте, который понравился бы мне. То есть я скомбинировал с нескольких разных рецептов, вот, и делаю свой вариант бульона, свой вариант такой зажарки. Ингредиенты могут быть то есть ингредиенты идут по книжке, да, классически. Вот. А вот то, как мы их готовим, это тем самым отличается наше блюдо. Так. Самое время добавить сюда аджику. Аджику я буду добавлять немного, потому что, несмотря на то, что я люблю остроту, гости могут... Вот, я добавил 1,5 ложки. Я думаю, что этого хватит. А вы уже, опять же, добавляете по своему вкусу. Опять же, все это будет на 6, а то и 8 литров бульона, поэтому я даже как-то не переживаю. Это все еще разбавится. Вообще, харчо, я его назвал, как говорится, грузинский ответ славянскому борщу. Думаю, что за эти слова меня сейчас многие кто будет ругать. Вот. Но так я вижу харчо. То есть, если я смотрю на харчо, то, в принципе, техника приготовления очень похожа на ингредиенты разные. Но техника приготовления, в принципе, очень похожа на борщ. Вот, поэтому я назвал харчо как грузинский ответ славянскому борщу. Почему славянский? А чтобы вы не ругались, украинский он или русский. Вот. Славянский. Что такое? О! Это я вырежу. О. Ткемали. Попробуем? Попробуем. Кстати, он остренький. Об этом я не подумал. Я ткемали добавлю ложку. Добавлю еще 1 ложку. Хотелось бы больше. Я потом себе в тарелку добавлю больше. Потому что ткемали тоже острый. Я почему-то не помнил, чтобы он острый был. Был уверен, что он будет кисленьким. А он кисло-острый. Вот есть соусы кисло-сладкие, всякие китайские, таиландские. А грузинский кисло-острый. Прикольно. Ну и последний ингредиент, последняя составляющая нашей зажарки. Ну как можно грузинская кухня и без орехов? Действительно. Так, орехов можно много. И у меня здесь в принципе их много. В принципе у меня их тут много. Чувствую, что нужно будет добавлять немножко воды. Потому что очень густая получается. Так, вы, пожалуйста, пишите в комментариях. Если вы видите, что что-то я сделал не так, вы, во-первых, не ругайтесь, потому что я сделал так, как считаю, что будет вкусно мне первым делом. Первым делом мне. Опа. Выключилось. Первым делом мне. Почему? Потому что готовлю я первым делом для себя любимого. Ну и, естественно, для всех, кто будет со мной. Так. Вот посмотрите, какая у меня здесь получилась красота.
Ну что, будем пробовать на вкус? Давайте пробовать на вкус. Давайте пробовать на вкус. Так, размешаем немножко. И будем пробовать на вкус. Ну что я вам скажу? Аджика не чувствуется, ну, острота не чувствуется. Ткемали тоже, в принципе, можно добавлять. 1 и 2. Хватит. А вдруг сразу и сильно? Так. Окей. И теперь же добавим сюда хмели-сунели. Это, наверное, единственная приправа, которую мы сегодня добавляем. Ну, кроме перца и лука. Не лука, а кроме соли. Потому что приправу мы сегодня сюда вообще не добавляли. Все у нас естественное. А хмели-сунели надо. Так. О, грузинской кухни запахло. Все. Наша зажарка готова. Теперь будем ждать бульон. А бульон, кстати, тоже подходит. Обратили внимание, пока бульон подходит, мы уже все сделали. Почти. Нет, все сделали. Ждем бульон. Друзья, прошел ровно час, и я выключил огонь под казаном. Осталось только подождать, пока выйдут все пары, и открыть крышку. И проверить наш бульон. Друзья, мы подошли к самой интересной стадии приготовления. Пар вышел. Давление унормировалось. Короче, давление выровнялось. Крышку можно поднимать. Опаля! Вот так вот, выровняли. Ничего страшного. Ой, какой у нас тут бульончик. Ой-ой-ой, какая у нас тут красота. Так, теперь бульон будем процеживать через сито. Вот так. Убирать все ненужное. И продолжать приготовление харчо. Не суп. Это не суп, это харчо. Вот то, что я называю желтый бульон. Видите, какого цвета? Желтый. Вот. А теперь будем вылавливать мясо. Так, перчик нам не нужен. А вот мяско будем вылавливать. Так. Это курочка. Ах, какой запах копчения. Просто с ума сводит. Мясо. Итак, друзья, бульон мы процедили.
Кстати, процедили, а попробовать не попробовали. Соль, перец можно добавить. Теперь насчет перца. Перец я не добавлял до сих пор и специально. Почему? Потому что перец имеет такое свойство набухать и давать еще больше вкуса. Поэтому я решил оставить перец на конец, добавить его по вкусу, под конец его положить. Вот. Теперь мы будем в этот наш бульон добавлять вот эту закваску. Недаром же мы ее готовили так долго. Не то чтобы так долго, но так усердно. Так. Как же мне ее так взять? Горячо, однако. Вот. Все-таки я думаю, что в этот бульон можно добавить еще 2 литра воды. Сейчас посмотрим, как он у нас будет. Так, проверяем. Харчо должно быть густым, поэтому не переживайте и не бойтесь положить много закваски. Ну, не закваски, а зажарки. Вот, то оговорился, закваски. Что-то мне наквашенное, наквасное, квашеное потянуло. Так. Ах, какая красота. И это мы еще мяско не добавили. Мясо я все вытащил. Сейчас я его покромсаю. Так. Ну что, будем проверять на пробу? Так, соли не хватает. Остренького достаточно. Остренького достаточно. А вот соли можно добавить. Но соль такая вещь, что я даже не переживаю. Там, как говорится, соль, перец на столе, каждый добавит себе. Вы знаете, перчика добавлять не буду. Не буду добавлять перчика, потому что острого достаточно. Хмели сунели добавлю еще. Хмели сунели добавлю еще. Вот так. Добавлю еще. И сейчас о, запах пошел. Вот это уже, я же говорю, дом полон запаха грузинской кухни, георгиевской кухни. Я уже не знаю, как сказать так, чтобы не обидеть никого. Вот. Поэтому вот так вот. Посмотрите, посмотрите. Тут можно ее просто вот так вот, даже вилочкой разбавлять. Вот так. Вот. Окей. Вот сколько у нас мяса получилось. Теперь это мясо опускаем в казан. И проверяем, что у нас получилось. Так. Так.
Где наша большая ложка? Вот. Замечательно. Так. Так. Теперь самый последний ингредиент. И это... Короче, последний ингредиент, который нам остался, это рис. Все правильно. Риса в Грузии как такового не было. Ну, тогда, в те времена. И несмотря на это, сегодня добавляют туда рис. На такой большой казан у нас тут 6 литров. Я сейчас добавлю еще один, думаю, добавлю. Посмотрим сейчас. На 6 литров я в любом случае буду брать 1 стакан риса. 1 стакан, да, 1 стакан риса. Потому что рис это не должна быть рисовая каша. Это должна быть немножко риса. Добавить чуть-чуть риса. Чуть-чуть. Добавить чуть-чуть риса. Все приправы, все ингредиенты, все вместе перемешалось. Вот. А тем временем мы подготовим рис. Рис можно было, конечно, и раньше приготовить. Но я не хотел, чтобы рис набухал заранее. Вот, 1 стакан риса. Вот. 1 стаканчик риса. Кстати, стаканы у всех разные. У меня стакан 400 грамм примерно, 400 миллиграмм этот стакан. Вот. Он кажется маленький, но очень вместительный. Сейчас я его быстро промою. Знаете, смотрю на этот рис, вроде как бы очень мало. Ну ничего, достаточно. Когда будет готово, скажу, можно было ли добавить больше риса. А пока обойдусь 1 стаканчиком. Все, ждем ровно 15 минут. 15 минут ждем, и все будет готово. Ай, какая здесь красота! Друзья, харчо настоящий, не настоящий. Мой харчо. Харчо по моему рецепту готов. Нравится? Кушайте. Не нравится? Покушайте, а потом скажите, нравится или нет. Разливаем. Как будет по-русски шатшин? Как сказать правильно? Время пробы. Время пробы. Ладно. Давай. Так. Проверяем. Харчо. Это харчо. Это харчо. Немножко мяска. Так. Так. Теперь зелень. Теперь зелень. Немножко петрушки. Немножко кинзы. Обязательно базилик красный. Какой-нибудь красивый цветочек. Цветочек красивый. Вот так вот. И приятного аппетита. Пробуем. У меня здесь 7 человек, которые будут пробовать. Остренькое, кстати, вкусно. Остренькое хорошо, не надо было добавлять остренького. Но кисленькое можно добавить. Но у меня такие острые, поэтому, пускай каждый себе в тарелку добавляет. А мне нравится. Вырубай.